Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю нереально вкусный клубничный десерт, который называется «Клубничная мечта». Десерт буквально тает во рту, вкуснее торта, со вкусом мороженого. Итак, сначала приготовим крем. 350 мл молока доводим до кипения. 100 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара, 35 грамм кукурузного крахмала, или можете добавить пачку сухого пудинга, сухой смеси пудинговой 37 грамм. Вливаю туда 150 миллилитров холодного молока и все это перемешиваю до однородности. Перемешали сейчас смесь и идем на плиту уваривать все это до состояния уже заваренного пудинга. Молоко практически закипело. Помешивая постоянно в центре кастрюли. Кастрюлю берем с толстым дном, вливаем туда всю пудинговую смесь и при непрерывном помешивании доводим на среднем огне до кипения. Когда пойдут вот такие пузыри, провариваем примерно еще 30 секунд и снимаем с огня. Все это переливаем сейчас в емкость, где смесь у нас будет остывать. Смесь должна остыть не до комнатной температуры, а до очень холодного состояния, потому что мы будем взбивать ее вместе со сливками, и смесь должна быть очень остывшей. Накрываем сейчас ее пищевой пленкой и убираем в холодильник. Так, сейчас будем выпекать основу этого десерта. Я беру 275 грамм готового теста покупного слоеного. Сейчас нарезаю его на фрагменты и таким образом буду выпекать. Духовка у меня уже разогрета на 220 градусов Цельсия. Выпекать буду на режиме вверх-вниз без конвекции. Можете на палочке нарезать, как вам будет удобно. Просто вот такими фрагментами, квадратиками очень удобно выпекать. Тесто все испеклось. Сейчас я даю ему полностью остыть. Здесь у меня примерно 800 грамм клубники свежей. Нарезаю ее кубиками. И часть клубники я нарежу четвертинками. Это уже для декора этого десерта у меня пойдет. Ну, примерно 200 грамм. Сейчас приготовление крема я уже завершаю. 300 мл очень холодных сливок для взбивания, не менее 30% жирности, и пакетик ванильного сахара 8 грамм. Взбиваю до мягких пиков. Очень холодную заварную основу, уже очень сильно остывшую, я слегка вот так вот разминаю. И сейчас буду по ложке такой хорошей столовой добавлять уже в сливки. Крем получается очень легким. На вкус такой он без яиц получается очень-очень легкий. Очень напоминает по вкусу подтаявший мороженое пломбир. Добавляю туда заварную основу и быстро очень все это прорабатываю просто миксером. Долго я здесь ничего не взбиваю. Можно даже побольше добавлять здесь, в принципе. Всю заварную основу вот таким образом взбиваем со сливками. Еще раз повторяю, заварная основа должна быть очень остывшей, очень холодной, такой же, как и сами сливки. Очень часто крем у многих расслаивается именно из-за того, что не соблюдена температура двух этих основ, сливок и заварной основы. 21 сантиметр у меня форма квадратная. Сейчас я выстилаю вот такими слоями этот десерт. Десерт на вкус получается как летняя альтернатива очень вкусному торту. Десерт необыкновенно вкусный получается и очень простой в приготовлении. Выкладываю сейчас нижний слой слоеного теста испеченного. Также покрываю слоем крема.
Все это делается очень быстро. Здесь главное распределить свое время. То есть сначала делаем заварную основу для крема, ставим остужать, готовим тесто. Пока тесто печется, также нарезаем клубнику. Теперь выкладываю слой клубники нарезанный. Это, конечно же, можно делать и в каких-то стаканчиках или в какой-то порционной посуде. Это все на ваше усмотрение. Но десерт получается, вы можете и трайфлы также делать, но десерт получается нереально вкусным. Вкуснее, чем многие торты. Выкладываю теперь следующую порцию слоеного теста. Слоеное тесто у меня здесь бездрожжевое. Вы можете сами готовить слоеное тесто, но, как правило, никто не хочет заморачиваться, и можно купить и за 15 минут его приготовить. И здесь очень удобно, если кто-то, допустим, кушает все без яиц, веганское питание соблюдает, то можно приготовить его на миндальном молоке, этот десерт. И у вас будет, в принципе, веганский десерт. Тоже очень удобно. Украшаю также кусочками теста сейчас слоеного. Выкладываю всю клубнику, которую я нарезала на четвертинки. Украшаю здесь безе. Как выпекается безе, у меня есть подробнейшее отдельное видео. Ссылку я вам, конечно же, оставлю в описании к данному видео. Безе я, как правило, всегда выпекаю заранее. Оно у меня лежит в стеклянной посуде. До месяца оно может там храниться в этой стеклянной посуде и не портиться. Поэтому всегда, когда нужно что-то украсить, вот так на скорую руку, безе можно достать просто из этого контейнера и украшать нужные десерты. Украсила также листиками мяты и шоколадной посыпкой. И прекраснейший, освежающий летний десерт у меня готов. Десерт вкуснее торта получается. Убираю этот десерт на 3 часа где-то в холодильник, чтобы он пропитался. После холодильника достала. Можно его вот так вот доставать, раскладывать по тарелочкам на порции. Превосходно видно все эти слои там. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.